Друзья, всем привет! А вы знали, что 30% беженцев, которые проживают в Германии, страдают психическими расстройствами? И как раз в этом видео, друзья, я затрону и попробую максимально осветить эту проблему, которая уже давно, годами созрела в немецком обществе. Если вам эта тема интересна, смотрите это видео до конца. Обязательно, друзья, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новости и интересную информацию об украинских беженцах и о других беженцах, которые находятся в Германии и в странах Европейского Союза. Итак, как утверждает министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах, число психически больных людей среди беженцев составляет 30%. То есть треть беженцев, которые приезжают в Германию из разных неблагополучных стран, страдают психическими расстройствами. Они нуждаются в помощи как и психолога, но психолога это, наверное, на первичной стадии. А он говорит о тех, кто нуждается в помощи врачей, психиатров. 30%. Это также, эту цифру, эту статистику подтверждает отчет Федерального ведомства по делам беженцев, БАМФ. И это может стать реальной проблемой в немецком обществе. Суициды, нападения и другие акты насилия, которые совершаются беженцами на территории Германии, это лишь верхушка айсберга, с которым может столкнуться немецкое общество в необозримом будущем, если правительство немецкое продолжит игнорировать эту проблему. Так считают чиновники из Министерства здравоохранения Германии. Уход за беженцами с психическими расстройствами в Германии недостаточен. То есть находится не на ненадлежащем уровне. Созданные в Германии психосоциальные центры, они не могут удовлетворить высокий спрос на эту медицинскую услугу и на медицинскую помощь и не имеют надлежащего государственного финансирования. Иногда беженцу, которому предписывается получение, который нуждается в психиатрической помощи, ему приходится ждать места в больнице, в таком центре, более года. И это все усугубляет его положение и, соответственно, состояние психического здоровья. Кроме этого, не каждый беженец имеет право на получение медицинской страховки и, соответственно, лечения. Я уже об этом тоже рассказывал буквально вот в недавнем видео, которое пару дней назад я опубликовал на своем канале, вы его тоже можете найти. Там я рассказывал о проблемах предоставления медицинских услуг на территории Германии. Ну и, скажем так, врачи-психиатры тоже являются теми профессионалами, которых не хватает, то есть дефицит профессии психиатра на территории Германии. У просителей убежища очень ограниченный доступ к услугам здравоохранения. Это связано с тем, что закон о пособиях просителям убежища предусматривает только неотложную помощь, а не лечение болезней. В прошлом году срок проживания в Германии, необходимый для получения пособий по обязательному медицинскому страхованию, был снова увеличен с 18 до 36 месяцев. Об этом заявил Крузе, уполномоченный по вопросам интеграции в муниципалитете Аденталь, недалеко от Бергеш-Гладбаха. Медицинская помощь в диагностировании и лечении психических расстройств для беженцев также затрудняется из-за отсутствия медицинского персонала, а также необходимых ресурсов и нежеланием работать с беженцами. То есть не все врачи еще проявляют, так скажем так, желание работать с такого рода пациентами. Габриэле Аль-Баргути возглавляет психосоциальный центр в Бонне. Вот что она сказала. По ее словам, главная задача ее небольшой команды состоит в том, чтобы психически и психологически стабилизировать людей, многократно столкнувшихся с насилием и вынужденных покинуть свою родину. Но делать это все сложнее. В команде всего 4 психолога и 1 социальный работник. Психотерапевта нет вовсе, ставку сократили. 2 года назад мы обратились ко всем
300 психотерапевтам в Бонне и пригородах с предложением принять участие в одном из наших проектов, а заодно сделали небольшую рекламу нашим клиентам. Откликнулись только 3 из 300. Наверное, идеалисты, с горькой улыбкой вспоминает Габриэле Аль-Баргути. То есть мы видим, что не совсем хотят работать врачи с такой категорией пациентов. Также она поясняет, что для врачей лечение беженцев очень обременительно, и прежде всего нужно найти переводчика, да, потому что беженец не в состоянии оплатить услуги переводчика, то есть это врач должен делать, да, чтобы помочь ему, этому беженцу. А затем еще необходимо составить договор, что тоже является бумажной волокитой. И, соответственно, расходы на лечение не всегда покрываются. По статистике, в 2022 году поддержку такого рода получили чуть менее 26 тысяч человек, что соответствует лишь 3,1% от числа тех, у кого есть такая потребность. То есть 3%. Это вообще мизер. То есть в таких центрах оказывается помощь, которая часто не выходит за рамки первичной стабилизации состояния пациентов. То есть подлечили, да, но не вылечили. А дальше кто будет следить за состоянием здоровья пациентов, кто будет предоставлять пациенту необходимое лечение, эти все вопросы остаются без ответа. Об этих проблемах также сообщает член Совета Федеральной ассоциации психосоциальных центров для беженцев и жертв пыток БАМФа. Ее зовут Эйке Лейтгенс, и она возглавляет Центр медицинской помощи беженцев в Бохуме. Каждый месяц мы получаем десятки запросов в Бохуме. Нам приходится отклонять как минимум треть из них и направлять их в другие места. К сожалению, зная, что они вряд ли найдут адекватную помощь где-то еще. К ним относятся тяжело травмированные люди, которые, например, подверглись насилию или были изнасилованы. Однако вместо расширения предложения в Германии на горизонте вновь маячат финансовые сокращения. То есть Дженни Барон, психолог в Бамфе, также отметила позицию немецких властей в отношении данной проблемы. Вот что заявил чиновник. Как главная организация мы заметили, что настроения резко ужесточились. Все меньше признания получают люди, которые в плохих условиях усердно работают, чтобы поддержать беженцев и обеспечивают им очень высокое качество ухода. Мы замечаем, что финансовые ресурсы становятся все более скудными, потому что политики больше не видят необходимости в этой проблеме. То есть мы, исходя из этой всей, друзья, информации, которую я вам только что рассказал, мы видим, такую не совсем приятную картину. То есть с одной стороны просители убежища, которые приезжают на территорию Германии, да, я не говорю про всех, но часть из них совершают тяжкие и особо тяжкие преступления, это одна сторона медали, да, и вторая сторона медали, вот, о которой я вам рассказал, это то, что специалисты немецкие, да, врачи говорят и заявляют, что 30% беженцев нуждаются в психиатрическом лечении, да, а в психологическом, наверное, скажем так, в психологических консультациях, наверное, еще и больше, наверное, процентов 50-60. То есть и это тоже огромная проблема. И, как они указывают, что федеральное правительство, скажем так, не совсем делает акцент по решению этой проблемы. Да? И что если так будет дальше происходить, и если будет федеральная власть игнорировать и не видеть эту проблему, то это может в будущем обернуться огромной проблемой для немецкого общества. То есть, по сути, зовут людей, да, иностранцев, беженцев, которые потом будут создавать огромные проблемы в Германии местному населению. Вот такая, друзья, ситуация. И мы видим с вами, конечно же, сейчас в СМИ это не показывается, потому что каждое преступление, которое совершается просителями убежища, особенно в последние полгода, да, мы видим тяжкие, особо тяжкие, и немецкие правоохранительные органы классифицируют эти преступления как террористические акты. Конечно же, можно, да, тоже с какой-то долей сказать, что
эти преступления совершаются людьми, которые нуждаются в психиатрической и психологической помощи. Но это уже следственные органы расследуют, и там уже непосредственно специалисты занимаются. То есть, ну вот так, я так думаю. Потому что тоже, конечно же, ну, порезать ножом людей, это надо точно иметь сдвиг по фазе, скажем так. Ну, простым языком говорю. Друзья, что думаете вы по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.